Рулет, это рулетка, да, брелок-рулетка. Че, выбирай, что хочешь. Даже не знаю, все такое нужное. Я, по-моему, очки сверлю. Такую звездочку вырезали нам. Что сказать тут? Вот это вообще огонь. Тут звездочка хромать будет на этой дырке. Напильником доделаете. В общем, за 1500 рублей, короче, вот такой полуфабрикат. Это шняга, да? Там, короче, ни одной прямой этой поверхности нет. Нету. Она еще и 8 миллиметров осталось, Да. короче, точить. Да, Возможно, придется перерасчитать и здесь вот просверлить, короче, дырки. Ее за пазуху засовывают. Ты засунь за пазуху, а там гореть не Из рукавов такое пламя. Задуй, пламя. Ага. Чем ты еще можешь ее погасить? Вот сейчас тепло от нее пойдет. Суй в карман. Она и так я в руках ее еле-еле держу. Суй в карман. Ржавчина вообще во всей красе. Ржавчина нас уже давно не пугает. Сегодня подогнали нам вот такие тиски, как бы за умеренную цену. Тиски очень мощные. Мне кажется, они сделаны не из чугуна, а из стали. Мне кажется, внутри заводское производство. И смотрите, какая конструкция. Видите, подвижная губка задняя. Такие тиски, у них отсутствует свойство выжимать заготовку, да, как у обычных. Поднимать ее, которую на постоянно перед работой подстукивать, да, деталь. Вот это вот вся у них часть, все из стали, очень мощная, тяжелая, килограмм. Сколько весит? 20-30. Здесь у нас пазы, да, подсухарики для установки на столе. Ну, здесь вот такая накатка, не знаю, это может быть, чтобы на самом деле рукой вот так вот быстро, да. Угу. Ключа, к сожалению, нету, но можно найти, подобрать. Вот эти тиски будут теперь жить здесь на 676. Винт, похоже, вращается на упорных подшипниках. Там все надо очистить. Разбирается. А я думал, еще там сварка будет держать, но видишь, там. Вот это, в общем, невозможно выбить. Он, видишь, он как-то наперекосяк. Видать, они как-то скрутились, и он сейчас это идет на это. Ну, закусило его. Ну попробуем вот эту снять, может быть он сюда весь достанется. Все. Выпало? Ну ничего с ней было. Ну ладно, видишь, букву изю. Смотри, вот это болтается. Слушай, а как это они, если там подшипники, должна попасть, чтобы они это, да, сжались на определенном расстоянии. Сейчас узнаем. Это заштифтовать в этом положении.
Ну аж вон насколько вылезло, смотри, и не идет. Тулька. Шайба. Вот тиски отмыты от грязи, зачищенные проволочной щеткой. Они полностью стальные. Сталь, но не каленая, а сырая. И вот здесь, видимо, их приваривали к столу. Есть следы сварки. Сейчас мы их зачистим болгаркой. По-хорошему их, конечно, надо перешлифовать, но шлифовального у нас нету. Будем восстанавливать болгаркой и проверять линейками и поверочной плитой. Это все надо сделать плоским, зашлифовать. Вот эта подвижная губка ходит вот по этим направляющим, и вот эту сварку надо тоже зашлифовать. Заварили насверленное отверстие полуавтоматом. Здесь и здесь несколько было отверстий. Вот это вообще сквозное. И сейчас фрезернем плоскость.
Так, тут еще сломан винт. Винт М6. Сейчас попробуем его высверлить. Судя по тому, что слезало зубья фрезы, там сидит митчик, сломанный митчик. Ну, попробуем еще его высверлить твердосплавными, фрезой, сверлом. Если не получится, то придется его там оставить. Нагрузки-то не шуточные будут. Так уж понятно. Heavy duty. Ну, я так понял, что тебе надо, Чертеж нарисовал, чтобы шайба была короче, и к ней, чтобы были пределы высоту всего этого дела.
Так, одного винтика теперь не хватает. Сейчас сделаем новый. Так, ну вот собрал тиски, полностью почищены, смазаны, покрашены. По-хорошему надо их полностью шлифовать, перешлифовывать. У нас плоскошлифа нету, поэтому на данном этапе вот так пока оставим, а там видно будет. Может быть, профрезеруем прямо на станке уже на 676. Давайте измерим тиски. Длина корпуса тисков 400 мм, ширина 160 мм. Ну и губки 165, высота 115 миллиметров. Ход губок, так, наибольшее раскрытие. Вот то положение, при котором винт как бы скрывается, получается 120. Но их можно вытащить и гораздо дальше, где-то до 200 миллиметров. Здесь сделана на губках такая призма. Канавка V-образная. С обратной стороны сделаны пазы для установки сухариков. Так смотрятся тиски на станке. Тест на отжим губок. На отжим детали. Установил деталь. Чуть-чуть подожмем ее. Установим индикатор. Индикатор на 0. И сейчас посмотрим, насколько отжимает деталь в тисках при затяжке. Вот я давлю довольно сильно. Деталь подняла на 3 сотки. В принципе, я считаю, это неплохой результат для таких изношенных тисков. После перешлифовки результат может быть доведен буквально до 1 сотки. То есть их практически не отжимает. Эффект отжима гораздо меньше проявляется, чем у классических стандартных машинных тисков.